Привет! Ну что, наконец этот день настал. До меня доехали наушники Syllable S101, но доехали они не одни. Я уверен, что если выходит какая-то новая модель на базе своей более ранней версии, то обзор правильнее делать именно в сравнении этих двух моделей. И поэтому сейчас мы лоб в лоб сравним Blitzwolf FE7 и Syllable S101, чтобы понять, были ли какие-то изменения и если да, то какие. Сейчас расскажу. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Syllable S101 поставляется в черной коробке из плотного картона. Она не поражает воображение, просто нормальная упаковка. Blitzwolf FE7 поставляется в картонной коробке уже белого цвета и внешне выглядит как будто коробки от абсолютно разных продуктов, но в целом выглядит нормально. Внутри нас ждет кейс, наушники, также в комплектации еще есть инструкция, провод для зарядки micro-USB и сменные амбушюры. Что внутри одинаковое? Да практически все, кроме инструкции. Например, амбушюры абсолютно одинаковые, средние по качеству эластичности, но в ушах сидят неплохо. Комплектация звезд с неба не хватает, она вполне стандартная. И кейс, и наушники полностью одинаковые по форме. Низ кейса выполнен из металла, он приятно холодит руку. Крышка магнитная, она немного люфтит, в открытом состоянии не фиксируется. Крышка пластиковая с вырезами под индикаторы наушников. Крышка сделана из такого глянцевого пластика и отлично собирает отпечатки пальцев. Это не очень практично. Спереди на кейсе расположен логотип компании и 4 индикатора заряда. Сзади порт для зарядки micro-USB и кнопка, нажав на которую можно понять остаток заряда. За это плюс. Кейс нельзя сказать, что компактный, но в маленький кармашек на джинсах влезает. Наушники выполнены из черного пластика в случае с Blitzwolf FE7 и черной с серебристо-синей вставкой у Syllable S101. На внешней стороне находится индикатор работы, механическая кнопка и микрофон. С обратной стороны контакты для зарядки и обозначение левого и правого наушника. Сквозь прозрачный пластик виднеются два динамических драйвера. Звуковод искривлен немного по анатомии тела, это хорошо. Наушники также полностью одинаковые. Если их развернуть к себе звуководом, абсолютно невозможно отличить, где какие. Зато можно отличить по индикатору работы. У Блицов во время работы индикатор мигает синим цветом примерно раз в 7 секунд. И, кстати, достаточно ярко. Syllable догадались это уже убрать. Что мне не понравилось и про что никто не говорит. Сбоку у прозрачной пластиковой вставки есть бугорок. И не знаю как остальным, но он неплохо так впивается в ухо, из-за чего, к примеру, слушать музыку, обедать неудобно. Во время употребления еды эта вставка все время давит в ухо. Было бы куда логичнее ее сделать силиконовой. За счет двух драйверов наушники получились достаточно большими. Они прилично упирают из ушей, и да, я попробовал надеть зимнюю шапку. Давит конкретно, ходить лично мне вообще не вариант. Для компактных девушек такие наушники тоже не подойдут. Дизайн на любителя. Аудиофилы, я думаю, привыкли к такому виду гибридных наушников, но для меня, как для простого обывателя и любителя минимализма, наушники кажутся немного футуристичными. Ну короче, дизайн мне не очень. Но по одежке мы судить не будем. А еще забавно, но на всех рекламных фотографиях, что Syllable, что Blitzwolf намеренно показывают, что наушники из ушей якобы не выпирают, хотя в реальной жизни это очень видно. У FE7 указана влагозащита IPX4, то есть защита от брызг. У Syllable уже указана влагозащита IPX6, то есть защита от водяных потоков и сильных струй. В общем, под небольшим дождиком в них можно ходить. Каждый наушник весит по 5 грамм, вес кейса 55 грамм. В кейсе стоит аккумулятор на 500 мАч. В каждом наушнике Syllable аккумулятор на 50 мАч. Какие аккумуляторы ставят в FE7, я не нашел, но подозреваю, что такие же. Хотя не факт. Syllable обещает автономную работу до 10 часов на громкости 70%, в то время как Блицы 3-4 часа. И Блицы не соврали. На максимальной громкости они проработали 3 часа 26 минут. Тем больше было мое удивление, когда я увидел автономность их братьев-близнецов. На максимальной громкости Syllable S101 проработали 7 часов 14 минут. Что-что, а такого результата я вообще не ожидал. И с такой автономностью Syllable резко залетает на второе место моего хит-парада наушников, ссылка в описании. Главный наушник и там правый, и когда наушники сели, можно подключить отдельно только левый наушник. Управление происходит с помощью механической кнопки.
Она достаточно тугая, и когда ее нажимаешь, пластмассовая вставка еще сильнее впивается в ухо. Ну тут, конечно, у всех может быть по-разному. А функционал порадовал. Короткое нажатие play-пауза, удержание 2 секунды на правом или левом наушнике, переключение трека вперед или назад, двойное нажатие на каждом, увеличение или уменьшение громкости и тройное нажатие вызова голосового помощника. Работает достаточно корректно. Микрофоны. Проверяем работу микрофонов Blitzwolf FE7. В тихом пространстве незаведенная машина. Меня слышит достаточно громко, речь различимая. За работу в тихом пространстве, тут хорошо. Проверяем работу микрофонов Syllable S101. В тихом пространстве незаведенная машина. Меня слышно также нормально, речь различима. Хотя вот здесь я слышу легкий такой какой-то металлический призвук у речи. Но, может быть, у Blitzwolf'ов он тоже был. Blitzwolf FE7. Включаем кондиционер на 3 деления 4, музыка на фоне на 9. Появляется эффект громкой связи, но не сильный. Меня слышно по-прежнему хорошо. Чуть хуже, конечно, чем когда все было выключено, но нормально. Syllable S101. Проверяем работу микрофонов. Включаем кондиционер на 3 деления 4, музыка на фоне на 9. Также появляется логичный эффект громкой связи. И он примерно такой же. Вообще, мне кажется, здесь реально одинаковые микрофоны по сравнению с Blitzwolf FE7. И здесь проверяем работу микрофонов Blitzwolf FE7. Ветра практически нет, мимо едут машины. Тут уже становится разговаривать сложнее. Но более-менее делать это можно. Так, средненько. Проверяем работу микрофонов. Syllable S101 на улице. Ветра нет. Мимо едут машины. В принципе, звук, реально такой же, как у Blitzwolf FE7. Нормально. Конечно, когда дует легкий ветер, уже становится слышно не так хорошо. Так, средненько. Микрофоны прям крепкий среднячок. Хорошо отрабатывают в тихом пространстве и в машине, заметно проседая по качеству на улице, но в целом мне понравились. Пишите в комментарии, заметили вы разницу в работе микрофонов. И то, ради чего мы сегодня собрались. Качество звучания. Я посмотрел уже обзоры этих наушников. Наверняка! Но я не видел сравнения их в лоб, а это самое важное. И сейчас, возможно, будут некоторые расхождения с тем, что вы слышали про них. В каждом наушнике установлено 2 6-мм динамических излучателя. Один отвечает за средние и высокие, а один за низкие. Подозреваю, что сами драйвера стоят одинаковые, хотя не факт. С точки зрения звукостроения, 2 драйвера — это хороший вариант, так как можно больше внимания уделить каждой частоте. В случае Blitzwolf'ов они коннектятся по протоколу AC, Syllable же по протоколу aptX. Также надо понимать, что наушники стоят почти по одной цене, и S101 обещает на бумаге намного лучшие характеристики, среди которых стоит и квалкомовский чип. И кстати, и те уши я слушал после 10-часового прогрева, на всякий случай. Что точно факт. Запас по громкости реально огромный и там, и там. На максимальной громкости я наушники даже близко к ушам подносить не могу. Что понравилось? Наушники звучат реально объемно, достаточно насыщенно, плотные низкие частоты, хорошая детализация, реально такое уверенное хорошее звучание. В чем отличие? У Блицов больше баса, правда такого резкого, долбящего какого-то, и средние немного провалены в сторону низких. Но если в Wayfan'ах Xbox 3 это было с акцентом в приглушенность звука, в Блицах это почти незаметно. В S101 больше высоких, причем в данном случае даже иногда перебор. В некоторых песнях они неприятно цокают и приходится крутить эквалайзер, но они звучат заметно чище. Но это все можно понять, только сравнив их в лоб. И при этом я не могу сказать, что S101 звучат прям на порядок круче, чем FE7. Они звучат очень похоже, но с маленькими отличиями. У Блицов побольше баса, поэтому для любителей электроники они больше подойдут. У Syllable чуть чище середины и больше высоких. Для рока и металла уже лучше они. И теперь ответ на ваш вопрос. Кто же лучше, Pamus Lite или Syllable S101? Друзья, чудес не бывает. До PAMU Syllable не дотягивает, даже помогая себе 2 драйверами. То, как PAMU прорабатывает каждый трек, еще никакие наушники повторить не смогли, и я не знаю, как они это делают. Жаль, что PAMU мне не платит за то, что я их хвалю. Но, кстати, на PAMU уже появились разные отзывы по браку. В частности, умирает один из наушников. В комментах на Indiegogo уже много людей об этом пишут, так что никто не идеален. Но через меня уже 2 пары PAMU прошли, и пока проблем не было, так что тут как повезет.
По задержке звука наушники ведут себя абсолютно одинаково. В YouTube она минимальная и там, и там. В играх также незначительная. И у Sealable, и у Блицов стоит Bluetooth 5 версии, и по качеству соединения на самом деле есть вопросы. Что Блицы, что Sealable у меня заикались несколько раз в метро и на улице, но надо признать, Sealable это делали реже. Дома наушники пробивают через две стены и дальше уже идут прерывания. Если заказывать на Алиэкспрессе, наушники обойдутся практически в одну цену – $39. Кто же все-таки лучше? За чистоту звука и детализацию я все же отдам предпочтение Sealable S101, хотя для любителей баса больше подойдут Блицы. Но надо понимать, что Sealable не так далеко ушли вперед по звуку, как я предполагал. И к обоим наушникам вопрос по посадке. Далеко не каждому такая форма подойдет, поэтому перед покупкой обязательно обратите на это внимание. Если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал, и пиши в комментарии, какие наушники выбираешь ты. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока!